Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня мы будем играть на одной самой интересной сборки в этой игре, и я думаю, что вы догадаетесь, ну, по крайней мере, по превьюшке вы 100% догадаетесь. Это, если что, моя первая попытка, сразу говорю. Я ждал этого комментария заветного прям очень долго, вот прям ждал, и я все-таки дождался его. Меня попросили записать инсектоидов. Поэтому, ребят, присаживайтесь себе поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов, ну и, соответственно, хорошего вам дня. Ну а также, ребята, я хочу напомнить, что мне нужны ваши лайки, комментарии, подписка, и кто может стать спонсором, то, соответственно, в комментариях будет закрепленная ссылочка на спонсорскую программу. Вот, это все, что я, в принципе, хотел сказать на текущий момент. Сразу говорю, я максимально осуждаю инсектоидов, не рекомендую никому на них играть, от слова совсем. Ну, осуждение 200%. Вот все, сразу говорю. То есть на инсектоидах играть может абсолютно каждый, даже ума особо не нужно. Но мы более подробно сейчас в этом разберемся. И кто не знал, как на инсеках играть, после этого ролика я уверен, что вы научитесь на инсеках играть, пару раз попробуете и в принципе все. Ну, я расскажу еще там лайфхаки некоторые, но об этом сейчас чуть-чуть попозже, да. Сразу говорю, не забудьте после ролика помыть руки, сходить в душ, почистить зубы, все что угодно. Короче, полную дезинфекцию провести. Ну, все-таки инсектоиды. Самая грязная сборка, я считаю. И самая тупая сборка. На самом деле из-за этого так ломается баланс этой игры, что ну его в баню. Но не то, что от инсектоидов ломается баланс, а то, что сейчас есть 3 играбельные сборки, и все, и делай, что хочешь с этим. Ну, все. Хоть ты тресни, ну, мало чего у тебя получится. Предметы у меня, к сожалению, сейчас, ну, не очень хорошие упали, но, в принципе, в будущем под инсеков нормальные предметы. Что рог войны мне понадобится, что шапка мне понадобится. Но шапка 50 на 50, ну, мы посмотрим, как оно будет, и от этого оттолкнемся уже. Из легендарной фигуры здесь очень приятная фигура есть, это инвокер, и я скажу так, в инсеках это чуть ли не самая сильная фигура. Ну дай, мать насекомое, пожалуйста, ну мать насекомое. Ох ты ж падло. Будем немножко страдать. Но из плюсов здесь есть мастерская бума, плюс есть еще 15 раунд, с помощью которого мы можем попробовать найти мать насекомое. Но, скорее всего, знаете, я буду играть через лустрик, потому что стол у меня, ну, объективно, мягко говоря, так себе. Ну, выжмем максимум из этого. И я надеюсь, что мать насекомое мне придет с первых раундов. И вот на самом деле мать насекомое это важный предмет в инсектоидах, потому что вы любую фигуру можете добавить в пул инсеков. И не обязательно даже, чтобы у вас был дубликат этой фигуры. Самое главное, чтобы у вас просто мать насекомая находилась в нужной фигуре, естественно, которую вы хотите получать. То есть, условно, у вас есть 3 инсека, да, там, змейка, паучиха и скорпиончик. У вас есть алхимик плюс огр, и у вас, условно, там какая-то фигура есть, ну, к примеру, инвокер, да? Инвокер в 1 звезду. Даже в 2 звезды не надо. Вот вдумайтесь на секунду сейчас то, что я буду вам сейчас объяснять. Слушайте внимательно и как бы впитывайте. Но не рекомендую, еще раз говорю, не рекомендую играть на инсеках. От слова совсем. Итак, ставите, получается, дубликат паучихи, дубликат скорпиона, а лучше 2 дубликата паучихи. То есть, ну, условно, вы ставите 2 паучихи в 1 звезду и 1 паучиху в 2 звезды. Дай бог, вам упал камень Киры, вы убираете агра, ставите, соответственно, этот камень Киры в паучиху 2-звездочную, она у вас тогда по цене продажи становится за 8 монет. И вдумайтесь на секунду, 8 монет будет стоить эта фигура, да, вы такие, ага, что ж это будет, Санечка? И, соответственно, мать насекомая у вас будет находиться в инвокере. Вы с помощью синергии Киры хаваете 2 паучихи, и у вас с огромной вероятностью появится 2 инвокера в 3 звезды. Потому что это легендарная фигура, и цена продажи легендарной фигуры в 3 звезды становится 9 монет. Паучиха будет уже 8 стоить. А инсектоиды дают плюс 1 к цене продажи. То есть у вас паучиха была 8 монет, плюс 1 к цене продажи становится цена продажи 9 монет. Вдумались, да? Жестко? О, это еще как жестко, поверьте. Дальше будет еще веселее. И инвокер. Я уже говорил не раз и буду повторяться еще 250 раз. Я надеюсь, что покажу в этом ролике, что куда к чему будет. В принципе, все плюсы и минусы вы увидите. Но если есть в пуле инвокер, то поверьте, инвокер это имба. Это имба, которая, во-первых, спамит нереально. В нем куча контроля, куча урона, куча спама в виде форжей, минус брейк. Короче, это герой, который просто будет разваливать. Дай бог каждому.
Если еще и предметы зачетные упадут, то забей. То есть, смотрите, какой у меня сейчас план действий. В идеале на 10 раунде получить себе птичку священника, поставить себе лустрик, максимально быстро в 10 уровень выйти. Выходим в 10 уровень, собираем инсеков. Если получится, я буду играть через Киру. Но не факт. Не факт, потому что я люблю на контент играть, и поэтому, скорее всего, я буду играть немножко по-иному. Ну, посмотрим. О, скорпиончик сюда, сюда, и лустрик сюда. Хорошо. Кстати, наверное, ШД не надо было мне апать в 2 звезды. Ну, ладно, пойдет. Пусть будет. Пусть будет, лишним он явно не будет. Кто может спокойно таких инсеков забрать? Во-первых, это, ну, наша любимая всеми Марси. Обезьяна через вечную палку может забрать, и, соответственно, через условных каких-то гритеров, потому что те же самые форжи инвокера, они работать на гритера не будут. Но у инвокера есть Sunstrike. Это чистый урон в одну цель, и там могут быть проблемы. Думаю, вы прекрасно, короче, поняли, что я говорю. Шаманы могут спокойно забрать, но там тоже будет все зависеть только от того, какие шаманы будут приходить. По факту шаманы могут их тупо не забрать из-за того, что инсеки очень долго живут, они еще и перерождаются. Если тот же самый условно инвокер есть, то миллиард контроля, миллиард урона, спама. Ну, короче, ты больше страдать будешь. И вот что шаманы, что инсеки. Только шаманы, они более рандомные, более тяжело на них играть по сравнению с инсеками. То есть те же самые инсеки, на них намного легче играть. Ты даже с плохим столом и с плохими предметами можешь спокойно заходить в топ-3. А если, дай бог, тебе повезло и с легендарками, и с фигурами, и с предметами, то, поверьте, разрывать вы будете все и вся. Плюс, вот, допустим, убийцы могут тоже спокойно забирать этих инсеков. Этот спам, если есть темпларка, либо же есть эмбер, либо же есть мартретка с отличными предметами. Почему мартретка? Потому что мартретка 50% имеет уклонение от способностей, то есть от всех способностей, которые будут прилетать в эту мартретку. Ну и, соответственно, с хорошими предметами, то есть, условно, у вас будет мартретка, есть БФ, кираса, двойные клыки, то все. Это будет развал. Это будет очень больно. Я на самом деле не понимаю разработчиков, почему они нерфанули двойные клыки. То есть сейчас мета инсектоидов, а они нерфанули двойные клыки таким образом, что они наносят 50% урона по 2 дубликатам, соответственно, той же фигуры. Это такой бред на самом деле. Этого я не понял. Как по мне, нужно вернуть обратно то, что было. Вернуть то, вот как оно было. 100% урона. Потому что, ну, сейчас инсеки собираются абсолютно в каждой игре. Ну, думаю, тут вы и так прекрасно знаете. И на самом деле, вот по поводу инсеков, вот кто вдруг еще не понял, объясняю еще раз, как работают инсеки. Они отталкиваются друг от друга, но они отталкиваются от самой дорогой фигуры того же самого типа. То есть у вас 2 паучихи в 1 звезду и в 2 звезды. Умирает 1-звездочная, будет отталкиваться от 2-звездочной. И еще такой момент, кто вдруг не знал. Когда перерожденные инсеки появляются, допустим, у вас умерла, ну, паучиха, да, в 1 звезду. У вас появилась змейка на столе в 3 звезды, да. И в 3 звезды она будет стоить 7 монет. И, соответственно, те дубликаты этих змеек в 1 звезду, либо в 2 звезды будут уже отталкиваться от этой змейки, которая переродилась в 3 звезды. И вот это жестко. Это очень жестко, и это тупо. Плюс все дебафы скидываются. То есть, если условно против тебя играет маг, то перерожденная фигура не имеет абсолютно никаких дебафов, то есть от магии, от нежити. Ну, думаю, суть вы тут поняли. Кринж? Ну, отчасти да, это кринж. Потому что это слишком сильно, как по мне. Хотя бы сделали так, что когда инсеки перерождались, дебафы-то оставались. Те же самая нежить, почему она не играла? Потому что, ну, инсеков собрал, кайфуешь. Такая же тема и с шаманами. Потому что сейчас вот какая мета? Инсеки, шаманы, эльфы через Кири Марси. Все. И делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Сейчас держим кулачки, что мне упадет реликвия аптечка священника. И будем кайфовать, и будем творить грязь. Ой, какую грязь. Если бы, конечно, мне еще и баф людей пришел, было бы вообще зачетно. Но это уже мечты, мечты. Большие, огромные мечты. На самом деле, хотелось бы баф людей, аптечку священника. Аптечка священника сюда. Так, это нам надо. На всякий случай, наверное, шаманчиков буду потихоньку покупать. Потихоньку, понемногу буду покупать. Это вот продам. Так, много людей играют через манго. Сочувствую. Но это для меня, на самом деле, плохо то, что не играют через манго.
Ну, беру, короче, аптечку священника. Вот это плохо. Они будут не руинить. Они мне будут не руинить, но я буду экономить хотя бы хоть как-то хп. Но в любом случае я хочу разменивать свой хп на опыт. Спешить я не буду. Вот, примерно из-за этого я спешить не буду активировать аптечку священника. Я немножко подожду, попозже, если что, активирую. Вот на самом деле аптечка священника это одна из тех реликвий, которую ты можешь активировать во время раунда. Кто, ребят, вдруг не знает по поводу всех реликвий, на канале у меня есть гайд на все реликвии. С лайфхаками, со всей этой темой. Поэтому, кому интересно, переходите и посмотрите, чтобы я вот, знаете, там не рассказывал 1000 лет то. Итак, давайте так, сыграем с вами в игру. Сколько в этой игре будет инсектоидов, помимо меня? Волшебников, эльфов и шаманов. Вот, давайте, вот просто такие цифры напишите. Вот там 2 человека таких-то, 2 человека таких-то, 1 человек такой-то. Короче, давайте, все. Я... Может, зарандомить попробовать? Погнали. Ну, на самом деле, предмет неплохой мне сейчас упал из 2-го тира. Да задолбал ты! Реликвия скидывал. У меня на самом деле вот эта вот тема бесит, то, что у тебя до начала раунда закрывается, в начале раунда закрывается, и после раунда закрывается. Такой бред. Имею в виду вот этот выбор реликвии, либо выбор предметов. Меня это бесит немного. Ля, как ему там панды сыпят. Алло, дядя, успокойся. Там еще, кстати, воин пытается собраться, но я думаю, что воин тут не будет собираться. 100% не будет собираться воин. Уверен в этом. Он должен собраться. Ты шо там, епанд? Ну... Я так понимаю, сегодня лобби пандапада. Да. Ну ладно. Посмотрим, что дальше будет. Ну, вот просто, если там соберется условный Эмбер в 3 звезды, мне будет, ой, как больно. Ой, как боль будет. О, погореть будет. Но на самом деле, это они еще не знают, что я на инсе как бы. Ой-ой-ой, дядя, что ты делаешь со мной? Антимаг. Вот антимаг тоже классная фигура. Упадет мне мать насекомое, и я закидываю в антимага мать насекомое. Там делаю всякие финты, и если у меня будет... Вот на самом деле еще одна фигура, которая максимально сломанная. Это антимаг. Антимаг в 3 звезды, если появляется, он взрывает все столы. Это так же самое касается, вот, допустим, если ты обезьяну поставишь, если будет очень часто появляться обезьяна в 3 звезды, там забей. Там будет так больно, что никому не пожелаешь этой боли. Не знаю, как-то так сейчас сделаю расстановку. Вот. Так, там чел уже себе Чена в 2 звезды собрал. Кстати, Чен. Чен в 2 звезды это тоже машина для спама лютая. Забери меня, пожалуйста, только. Пожалуйста, забери меня. Уничтожь. Аннигилируй. Вынеси. А то, что Д в 2 звезды это мощная фигура на самом-то деле. Да, все, он меня забирает. Отлично. Отличненько. У чувака там сколько винстрик? А, то не винстрик, то просто иконка. Бруда еще пришла. Там вообще еще и цветочка. Цветочка тоже хорошая фигура будет. А если здесь еще и импресска будет? О, это будет жир. Сейчас самое главное, чтобы мне упала все-таки мать насекомая. Это, наверное, один из самых важных предметов сейчас для меня. Я вот так, кстати, сейчас сделаю. И антимага уберу. Антимаг это, конечно, классная фигура, но... Антимаг... Хотя, может, поставлю, короче, антимага вместо цветки. Все-таки там поплотнее немножко антимаг будет. Скорость атаки повыше будет. А цветка один раз прыгнет, но она не настолько плотная, как хотелось бы. Вот так вот сделаю. Все, держим кулаки за то, что у меня сейчас упадет мать насекомая. Верим в меня, ребята, все вместе. Зверь, кстати, собирается. Соберет обезьяну в 3 звезды, у меня будет проблема. Ну, до того момента, пока я найду инвокера. А найду инвокера, проблема будет у него. Потому что там инвокер может и без оружия накидать. Ой, короче. Не, ну на самом деле, типа, обезьяна может в вечном контроле держать. Поэтому могут быть проблемы. 100%. Гадалки, не ходи, проблемы могут быть. Мобов спокойно забираю. Сейчас уже и уровень 8 будет скоро.
О, ну ты меня балуешь. Еще и 2 цветки. Хорошо. Так, убираем, берем 8. Надо выйти максимально быстро в 10. Так, так, так. Получаем как можно больше в табло. Предметы вот так закидываем. Рок войны я хочу оставить, потому что инвокер есть, да, там, кстати, блин, ну палки нету, но можно, в принципе, шапку попробовать поискать. Хотя зачем мне эта шапка нужна? Такое. Вот владельцы манго. Руина, а не манго. Ну тоже, как по мне, реликвия манго надо бафнуть. Так, подожди, это не тот китаец. Где он тут? Вот это он. Что у тебя тут? Вот и посмотрим, как чел там поиграет на своих полуорках. Не знаю, кто эту мету полуорков внес. Короче, я, если что, купил-продал сейчас. У меня это болезнь небольшая. То, что купил-продал. Ну, не знаю, с чем это связано. Привычка у меня такая. Покупать-продавать, покупать-продавать. Я бы еще такой, чтобы найти еще одну мать насекомое. 2 мать насекомых прям зачетно будет. Жрецы. Ну, я думаю, на жрецах не будет играть. Я думаю, там инсект все-таки нарисуется. А ну-ка. 5, 4, 1, 4. Ну, нормально, кстати, хпшки восстановил за 4 баночки. Почти 20. Нормально так повосстанавливал. Так, один чел заблочил инсектоидов. Ха! Хорош. Уважение и почтение ему. Но то, что будет твориться дальше, сочувствую ему. Вот. Не знаю, кто мету полуорков запустил через эгиду. Надо будет тоже попробовать ее записать, но это будет нереально трудно в текущей мете. Овер трудно. Эссенция восстановила 2 раза по 1 хп. Спасибо, спасибо. Очень вкусно. Вот минус жрецов в том, вот у меня была одна игра, я уже, по-моему, рассказывал когда-то, то, что я с 20 банок восстановил себе что-то, ну, не с 20, там, по-моему, с 10 с чем-то банок восстановил себе около 12, то ли 13 хп за 10 баночек, там, плюс-минус. Не помню, короче, какие там цифры конкретно были, потому что это было очень давно, но сама суть, то, что я минимально получил хпшки с этих баночек, и это такой кринж был. Меня прямо аж телипало от этого, то, что я получил такое мизерное количество хп, то есть, ну, я разменивал свое хп на опыт. Ну, тут как бы логично, да? Ну, блин. Ребята, ну дайте чуть больше хп. 6 зверей собралось. Ну, тут, кстати, я уже вижу 2 инсектоидов собираются помимо меня. То есть 3 инсектоида в игре будет раз. Вроде как шаман еще есть один, и один чел на зверях играет. Окей. Приемлемо. Так, только вынеси меня, пожалуйста. Давай, выноси. Ну вот, кстати, мать насекомое одно я получил. Упадет мастерская бума, будет круто. Не упадет мастерская бума, будет, ну, грустно. Я потому что, знаете, что хочу? Я хочу найти себе и кирасу, и камень Кира. В идеале, конечно, в первую очередь камень Кира, а потом кирасу найти. Шаманчики идут. Хорошо. Там, кстати, темпларку нашли. Темпларка может быть занозой в заднице. Темпларка может доставить огромных проблем. Сейчас, кстати, хорошенько хп разменял. Он мне нанес -1, а я по итогу 4 хп с баночек восстановил. Да, 3 инсека собирается в игре. 3 инсека и 2 шамана, то, что я вижу сейчас. Окей. Ну и 1 полуорк, конечно, собирается. Сочувствую ему. У него идеальная игра, идеальный старт. Но он еще не знает то, что его ждет сейчас в ближайшее время. Ой, сейчас, кстати, мне инсект нормально так урона должен нести. А, не успеет мана нарегенить. Ну что ж. Не успел. Нужна ли мне эта панда? Вообще не особо. Вообще не особо мне эта панда в действительности нужна. Не знаю, а что поставить? Ну, наверное, гримтача поставлю, чтобы ШД под чернила закинул свое проклятие.
Я думаю, так будет правильно. Так будет намного эффективнее. По крайней мере, я хочу мобов забрать. Я надеюсь, у меня получится. Кстати, вот так сделаю, а эти предметы закину в хитреца. Может, двухзвездочный хитрец появится. Ну, потому что хитрец вообще, на самом деле, нормально так урона вкидывает. Кстати, по поводу мать насекомое. Самое главное, чтобы персонаж, в котором находится мать насекомое, выживал. Потому что если он не будет выживать, он будет пропадать из пула инсеков. Но если вы найдете бессмертие, то плевать. Потому что бессмертие оставляет навсегда в пуле инсеков. Думчика берем, думчик пригодится. 1 хп восстановил с баночки. Понял, спасибо. Блин, ну хочется найти еще мать насекомое. Понял. Ладно. Нет, так нет. Сейчас, кстати, последний раз буду разменивать свой хп. На опыт. Надеемся и верим, что все будет хорошо. Я надеюсь, что с 25-го раунда хотя бы мне мать насекомое еще упадет. Мне надо еще одно мать насекомое. То есть, ну, желательно иметь, конечно, 2 мать насекомых, но и с одним мать насекомым можно спокойно играть, особенно если есть инвокер. Я сейчас, кстати, может взять Мамору. Я возьму, короче, Мамору. Почему? Объясняю. Придет мне какая-то легендарная фигура, которая мне необходима. Дай бог, инвокер. О, блин, инвокер это... Я не прекращу инвокера хаять или леять. Инвокер это имба. Просто. Один из лучших легендарных фигур. Может все. Абсолютно. Вот, кстати, чел играет через инсеков и Киру. На секундочку. Не дай бог он еще и камень Кира найдет. Не дай бог. Найдет камень Кира, у меня будет огромные проблемы. По закону подлости, как говорится, какой бы ты скилловый ни был, но всегда найдется тот, кто будет тебе намного фартовее. И спасибо баночке за то, что она мне восстановила снова 1 хп. Падло. Да, что-то не везет мне на баночке. Вообще не везет. Это тупо. Это очень тупо, потому что я в моменте могу сейчас порисковать, а потом отлететь. В легкую. Просто как щелчок Таноса меня сотрут. Ладно, выходим, короче, вот так вот сделаем. В баню этих, короче, цвет пока. Пока что в баню этих цвет. Они мне не нужны. Хоть они и дают дубликаты, но они мне не нужны. Воины собрались, звери, 2 инсека, кстати. Как я и говорил, в игре 3 инсека, 1 эльф. На секундочку. Кто там ставки ставил в комментариях? Сколько людей будет инсеков, сколько будет эльфов, сколько шаманов? Но сейчас вот этот полуорк, он начнет жестко откисать. Даже если он эгиду себе в 3 звезды соберет, я уверен, что он будет жестко откисать. Типа эгида не особо-то тащит. А если там еще и, не дай бог, Никс появится с инсеков, то весь урон, который нанесет эгида в карапаса инсека, то забей. Кстати, шаман. Один шаман нарисовался. Здесь больно бьешь, тролль. Сейчас мы начнем уже... Ух ты, да ёп, 19 хп осталось. О-о-о! Эмпреска. Это нам надо. Темпларка нам не надо. Вот это нам надо. Все. Вот так вот сейчас сделаем. И я все-таки... Ух ты. Ух ты. Дай инвокера, пожалуйста. Ладно, берсерка закину. Мамору. Дай бог, чтобы все было хорошо сейчас. О, еще маленькая цветка пришла. Вот это я понимаю, подгоны царские. Так, это продаем, это делаем так. Все, дубликаты у меня есть. И вот так вот делаем еще. Все. И вот так вот. Вот так сделаем. Сейчас у меня, конечно, слабые инсеки, потому что максимум, какие инсеки будут появляться, это двухзвездочные. Так, мать насекомое закидываем в антимага и верим в то, что мне будет появляться антимаг. Кстати, я поставлю вот так вот дизраптора. И вот, знаете, есть же мета игры через синергию Кира. Знаете почему? Потому что ты с нулевой секунды раунда ты получаешь себе нужную фигуру. 3 звезды.
А когда ты играешь не через синергию Киры, есть вероятность, что носителя мать насекомого уничтожит. Кстати, полуорок сейчас. Ой, сколько ты получишь? Ну, минус 27. Я считаю, нормально. Ну, грязная сборка. Очень грязная сборка. Но вот на самом деле я хочу все-таки 2 мать насекомых. Надо 2 мать насекомых. Еще надеюсь, сейчас берсерк быстренько вылупится. Может, вместо Скорпиона поставить. Ладно, вот так сделаю. На самом деле, отлично то, что у меня сейчас импресска пришла. Чуть нос чухается сейчас. Сейчас в табло получу, либо чихать буду. Но вроде пока чихать не хочу. Но в табло должен получить. О, эгида в 3 звезды. Итак. 3 инсека, 1 шаман, 1 эльф. Через Кири Марса. Сильно? Сильно. О. Вот на самом деле через импресску играть очень приятно. Почему? Потому что у тебя, во-первых, появляются дубликаты. Это вообще прекрасно. Минус 31 тупо прописал чуваку. У тебя появляются дубликаты, и твои же инсеки, твои же вот фигуры, которые будут умирать, они будут даже отталкиваться от этого фиолетового дубликата. И поэтому импресска, она очень зачетная в этом плане. Плюс у тебя еще и твои дубликаты, они будут с предметами, если у тебя, соответственно, есть предметы в каких-то героях. Это вообще по кайфу. Вот мне, кстати, интересно, я этого... Понял. Инвокера мы его забрали. Это плохо. О, берсерк 2 звезды сюда. Это нам надо. Вот это нам надо, конечно. Это мы хотим. Так, что я говорил? Блин, из головы вылетело, прикиньте. Вот, что я хотел спросить. Может, кто знает, потому что я как-то особо этого не замечал, но может кто-то и заметил. Если же у тебя стоит full синергия цвет, ты получаешь в дубликаты, соответственно, те предметы, которые находятся в твоих героях. Такой вопрос. Мать насекомое, оно что же дублируется, и оно тоже будет считаться как носитель инсектоида, или не будет считаться? Вот такой вот вопрос у меня. Если кто шарит, пишем в комменты. Мне кажется, что работает. Да, инвокера. Инвокер. Инвокер родненький. Ой, хорошо. Так, мать насекомая в инвокера. В инвокера я верю больше. Антимаг не нужен. Ну, такое на самом деле не нужен. Рандомен предмет. Ну, кстати, мифриловый доспех тоже хороший предмет. И рок войны закидываем в инвокера. Опять антимаг пришел. Я его только продал, он пришел. Какой непоседа, а? Не может определиться, приходить ему или не приходить. У меня еще и предметы хорошие под этого инвокера. Но вот на самом деле все-таки хочется 2 мать насекомых. Но пока... Я думаю, не буду ролить какие-либо другие предметы. Нет смысла. Вот. Змейка, хорошо. Хотя, может, и поищу. Посмотрим. Может быть, и поищу, если на 30-м раунде ко мне упадет то, что надо. Вот, кстати, эльф ко мне пришел. Эльф будет проблема. Объективно. Так, форжи появились, поехали. Инвокер 2 звезды, кстати, появился. Как же это жестко. Минус 31 сюда. Да, инвокера. Да ну какие цветки, мне инвокер нужен. Нужен инвокер в 2 звезды. А ты мне даешь хрень. Не знаю, кстати, в углу, конечно, не очень, чтобы инвокер стоял, но это, наверное, самая безопасная точка сейчас в углу. О, Марси в 3 звезды, это проблема. Двойные клыки в кунке. Чел без денег тоже сидит. Но я буду ждать. Шапку бы мне хотелось сравнуть вместе с этим колечком. Ну пусть пока будет. Подождем 30 раунд.
Ну, либо кто-то повылетает, и тогда рандомлю предметы. Мне просто хочется еще и предмет 5-го тира поискать. Кстати, еще один плюс, когда ты играешь через алхимика Киру и инсеков. Ты ставишь 2 змейки, и эти змейки дают тебе синергию чернокнижников. 10% хп регена, ну, лучше, чем ничего, правильно? Так, минус броня по темпларочке. Пошел, 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 обезруж. Форжи не имба. Кто вдруг не знает, когда инвокер суммонит форжей, то каждая тычка их дает минус 5 брони. Минус 5 брони. Кстати, чел, сколько получишь? Оп-оп-оп, как он активно стал хп восстанавливать баночками. На самом деле он довольно-таки много хп сохранил. Берсерк, сюда. Вместо кого? Вместо кого тебя поставить-то? Вместо бруды только если поставить. Вот у меня сейчас, кстати, если берсерк будет умирать, то этот берсерк будет отталкиваться от двухзвездочного берсерка, который на секундочку уже 8 монет стоит. Соответственно, у меня будет сейчас появляться фигура. Так, я вот так вот рольну. Мать насекомое сюда и в берсерка закину. Все, вот так вот сделаем. Все, красиво. Змейка мне просто не нужна. Все, навел красоту. Давай. Вместо берсерка сейчас инвокер в 3 звезды. Хотя и может берсерк появиться в 3 звезды. А чё бруда появилась? Там инвокер появился, а тут бруда появилась. Как это работает? Не понял. Ну подожди. У меня берсерк сейчас стоит 8 монет. Умирает дубликат берсерка. Должен появиться инвокер. То есть какая-то легендарная фигура должна быть в 3 звезды. Почему у меня появилась фигура фиолетовая в 3 звезды? Цена продажи становится 9. Чё за бред? Я этого, если честно, сейчас не понял. А ну-ка, сейчас еще понаблюдаем. О, еще один рок войны возьму. Ну, чисто в импресску закину. Она как-никак, ну, полезная. 120 урона, а там еще и засумонится дубликат. Будет прям сильно. А ну-ка, смотрим еще раз. Так, здесь шаман пришел. Сочувствуем шаману сразу. Я что-то не догоняю. Я реально сейчас что-то не понял. А как это работает? Инсеки, когда перерождаются, они отталкиваются от самой дорогой фигуры и плюс одну монетку накидывают. Почему шапка не работает сейчас? Кстати, 3 инсека. Не мета. Не-не-не-не-не, не мета. Ни грамма. Я жду пояснения в комментарии. В комментариях. Ладно, окей. Сейчас будем дальше наблюдать, потому что меня на самом деле это огорчает. Так, еще одна шапка упала. Рейд ночных зверей сюда. Бруда, отлично. Паучиха это, если что, бруда из доты. Ты ля, как мне цветка идет. Лучше бы мне так шли легендарные фигуры, которые мне нужны. Инвокеру, к примеру. Ну, в паучиху закину. И вот так вот, короче, сделаю еще. Ну, сейчас-то у меня 100% должен-то появляться этот инвокер. Так. Шапочку отдай в дизраптора. Сейчас фиолетовых дубликатов не будет. И вот на самом деле от цвета особо прока нету, если у тебя нет фиолетовых дубликатов. Вот. И вот так, короче, сделаю.
Вот сейчас с паучихи, когда будет умирать однозвездочная паучиха, должна перерождаться фигура какая-то в 3 звезды фиолетовая. Но от легендарок должны сейчас легендарки появляться. Ну, я, походу, что-то не знаю. Ну, давай. Давай, кто там? Чел с темпларкой и с 2 ченами. Иди сюда. Сейчас мы тебе расскажем, что почем. Ты куда? Ух ты. А где мои легендарки? Я что-то не понял. Где мои легендарки? Ну, значит, чел меня вынес. Или не вынес? Он, по-моему, переживет меня. Не переживет. Отлично. Все. Минус. Блин, минус 8 всего лишь. Я что-то, походу, не догоняю. Как-то странно это работает, объективно. Не, серьезно, я что-то, походу, не догоняю. Как это работает? Ладно, окей. Может, кто-то в комментариях мне напишет, как это работает. Кстати, полуорг, здорово. Здорово, полуорг. 3 никса в 3 звезды, спасибо, очень полезно. Кстати, он, по-моему, вынес. Или нет? Не вынес, все. 2 шапки еще получил. 3 шапки получил. Хорош. Нормально мне сейчас так предметов насыпало. Так, сейчас будет весело. Не знаю, кому еще шапку-то накинуть. В принципе, мне некому больше шапку-то накидать. Поехали искать предмет. Я 1 рок войны скипну. Не надо. Все это хрень мне не надо. Кираса. Вот кираса, кстати, хорошо зайдет. Ну, яйцо. Так. Ну, яйцо можно, в принципе, попридержать до инвокера. Наверное. Инвокер необходим. На самом деле тоже хорошо то, что мне кираса упала. Как я уже ранее говорил, это плюс броня плюс и минус броня противнику. Так что это, наоборот, по кайфу. Это много урона. Да какой Никс, какая бруда, по какой причине они спамятся? Кстати, инвокер в 3 звезды появился. Все, иди сюда. Получай. Кстати, полуорг зажил в топ-3. На секундочку. Полуорг в топ-3 зашел. Уже вылетел. Все, у нас с ним битва 1 на 1. Чьи инсеки будут сильнее? Так, паучиха еще пришла. Ну, кстати, можно, в принципе, закинуть яйцо в берсерка. Но я, если честно, не особо-то и хочу. Хотя, поехали. Поехали, знаете почему? Потому что у меня сейчас будет 2 кирасы. Поэтому, в принципе, нормальная тема. Давай, камень Киры, дай мне. Не, ну теперь-то у меня должно работать как надо. Сейчас у меня берсерк стоит 9 монет по цене продажи. У меня, кстати, тоже кираса. А у него, кстати, тоже камень Киры. Вот это плохо. Но из хорошего это тоже... А, неплохо. У него инвокер тоже есть. О-о-о. А это может быть проблема. У него и кираса, и камень Киры, у него предметы идеальные тоже. Плюс алхимик, который еще свою тучку постелит, и тоже будет минус. У него тут 2 инвокера в 3 звезды появилось. Я надеюсь, у меня тоже будет сейчас появляться инвокеры. Хорошо, что у меня дизраптор стоит, потому что он сайленс накинул, и там тонны времени инвокер стоял АФК. Да почему бруда появляется? А, у меня еще берсерк. Ладно. Инвокер и берсерк. Все, 2 берсерка в 3 звезды, 1 инвокер. Вот это я понимаю, хороший подгончик. А ну-ка, держи в табло. Эх. Минус 16, окей. Еще раунд поживем. Еще раунд поживем.
Ты глянь. Кстати, я забыл то, что я там паучиху блокировал. Ну, не блокировал, а хотел купить паучиху. Ну, ладно. Затупил маленько. Ну, ничего страшного. Хотя, на самом деле, это страшно, потому что мне нужны дубликаты. Кстати, он трехзвездочную змейку собрал. Тоже, как вариант, можно собирать себе и Скорпиона, и змейку в 3 звезды. Чтобы они были сразу у тебя по цене 7 монет, по цене продажи. Сейчас надеюсь, что-то полезное мне нападает. Так, бэмс обезруж. Бэмс. Мне, в принципе, и керри предметы. О, драконий рог упал. Хорошо. И бусы упали на хп реген. Тоже отлично. А инвокер, падла, не падает. Ты глянь на него. Один инвокер упал, и все. И Санечка хватит себя, да? Но эти все предметы они мне объективно не нужны. Ну, зеркало, кстати, пойдет поспамить чисто. В дизраптора закину. О. Вот так сделаю. Драконий рог закину в инвокера. Я считаю, у меня сейчас максимально упакованные чилы. А, он там тоже упакован, кстати. Из минусов то, что у него есть инвокер. Вот это вот прям минус. Кстати, вместо кунки он мог бы поставить еще одну бруду и еще одну бруду хавать. Тогда бы у него 2 бруды отталкивались бы одной двузвездочной бруды, в которой камень Кира находится. Так, сейчас Сайленс полетит, если что, в левый верхний угол. А, не, в правый, ладно, надурил. У него не появился инвокер. На самом деле это бред. Как это работает, я не понимаю. Все, пока. Давай, отдыхай. Чисто грязная битва. Ну... Ля, ты минус... А у него это мангаш, точно. Минус 39 хп ему только что прописал, но он выжил. Кстати, сейчас у меня синергия цвет реализуется на максимум, потому что у меня 2 берсерка появляются с фулл предметами. Я что-то до сих пор догнать не могу, по какой... Ну, как оно так криво работает-то? Почему появляется фиолетовая фигура? Не те, которые мне нужны. Ну, почему фиолетовая фигура появляется, а не трехзвездочные легендарки? Легендарка в 3 звезды стоит 9 монет. Что за бред? Ладно, поехали. Грязная битва. Еще один раунд. У него снова не появились инвокеры. Страдай. Ты должен страдать. Не, ну мне фартануло то, что ему 2 раунда подряд не упал инвокер. Реально фартануло. Если бы ему упали эти инвокеры, мне было бы печально. Мне было бы очень печально. Красиво. Ну, грязная сборка, что вы хотели. Но уважение, почтение Чулу на 3-м месте, сыграл на полуорках и по итогу зашел в топ-3. Но по итогу он на полуорках особо-то и не играл. Потому что он берсерка по итогу керил. Ну, блин, красивая игра, красивая. Тут даже не поспоришь. Очень хорошая игра получилась. Грязная. Эх, ну что? Что хочу сказать. Я надеюсь, вы все теперь знаете, как играть на инсеках. Но сразу говорю, я максимально осуждаю сборку на инсеках. Не играйте на инсеках. Будьте мужчинами, играйте на чем-то другом. На инсеках не играйте. Я вот показал ради контента. Все. Не играйте. Нельзя. Это темная сторона силы. Я понимаю, что она очень соблазнительная, но нельзя. Нельзя, ребятки, нельзя. Нет, 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 нет. Да, в принципе, давай по инсекам больше ни о чем. Я все, в принципе, сказал. Вот такая вот игра на инсеках. Очень легко играется на инсеках. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.